2 ноября в рамках 4-й ассамблеи русского мира в Москве прошел международный форум учителей зарубежных школ с преподаванием русского языка. На форум слетелись учителя более чем из 50 стран мира. Напомним, что 2010 год был назван годом учителя, а русский язык – наше важнейшее достояние, который, к сожалению, с момента распада Советского Союза стал утрачивать статус межнационального. Существует огромная, уже глобальная цивилизационная общность людей, которые говорят по-русски, которые думают по-русски, или которые не говорят и не думают по-русски, но считают себя русскими, или в то же время интересуются Россией, русским языком, русской культурой. Это большая общность, которая оказалась на планете в результате катастрофического для России 20 века, когда страна оказалась много раз разорвана на части, испытала гражданскую войну, испытала мировые войны, испытала репрессии, когда весь этот русский мир, некогда живший в пределах единой Российской империи, оказался разбросан по всему миру. И вот сейчас, пройдя через испытания этого тяжелого 20 века, пришло осознание того, что пришло время собирать камни, собирать уже не земли, собирать людей. Это огромная реальность русского мира, которая оказалась разбросана по всей планете, от Австралии до Аргентины. По нашим оценкам, количество людей, говорящих по-русски, относящих себя к этому русскому миру, на планете больше за пределами России, чем в самой России. Это еще одна Россия за пределами России. И русский мир – это название нашего фонда, который был основан указом президента Российской Федерации в июне 2007 года. Учредителями выступили Министерство иностранных дел и Министерство образования и науки Российской Федерации. В то же время фонд является некоммерческой организацией и действует на основе законодательства о негосударственных фондах. Фонд открывает центры русского мира в различных университетах, научных библиотеках, ведущих культурных центрах самых разных стран мира, кабинеты русского мира, облегченные центры. На сегодняшний день центров открыто 60, кабинетов 40, и у нас как раз получилось, мы не планировали, что к ассамблее, 4-й ассамблее русского мира открыто 100 центров и кабинетов русского мира на планете в 63 странах. А сегодня мы делаем еще один очень важный шаг. Открываем новую страницу сотрудничества в сфере школьного образования и укрепления позиций русского языка за рубежом. И, конечно же, говорим о задачах, стоящих перед любой школой в 21 веке и перспективах ее модернизации. Во всех странах сегодня говорят о школе, соответствующей новым требованиям, предъявляемым к ней учениками, родителями, обществом и государством. О школе, воспитывающей инициативную, способную творчески мыслить и находить нестандартные решения личность, способную выбрать профессиональный жизненный путь. Все эти навыки, конечно же, формируются с детства. И школа является важнейшим элементом в этом процессе. Но не менее важной задачей для школы и всех нас является формирование личности ребенка, способного воспринимать и уважать ценности и традиции других народов, их культуру, историю, способного жить в нашем поликультурном мире. Вообще, наверное, пора признать, что миссия образования гораздо шире и выше той, о которой мы все время говорим, как в форме передачи знаний. Я думаю, что пора говорить о том, что миссия образования – это формирование отношения человека к миру и к себе в этом мире. И понятно, что для того, чтобы это отношение было позитивным, необходимо формирование желания и умения приносить пользу другим. Ведь быть счастливым – это быть нужным другим, а быть нужным – это уметь быть полезным. Поэтому образование
должно быть одним из важнейших факторов консолидации общества. Мы помним, что нас объединяет общее прошлое, и хотим, чтобы у наших детей было будущее, в котором они станут друзьями и добрыми соседями. Воспитывать их такими и есть одна из важнейших задач, стоящих перед современной системой образования наших стран. Я, говоря о наших больших задачах, которые перед нами поставлены, хочу обратить только на несколько вещей ваше внимание. Первое – это то, что мы активно принимаем участие в реализации федеральной целевой программы «Русский язык». Конечно, здесь мы активно работаем нашими коллегами из Министерства образования и науки в первую очередь. Естественно, мы работаем фондом «Русский мир». Но, естественно, мы работаем МАПРЯ, уважаемой Людмилы Алексеевны, которая сегодня по всему миру помогает нам проводить совместно и самостоятельно с вами или без нас огромное количество мероприятий, связанных с подготовкой, переподготовкой учителей и преподавателей. Конечно, мы здесь опираемся на базовый институт русского языка имени Пушкина. Среди новых задач, которые нам поставлены уже в будущих годах, подсокровский язык совместно с Миноборнаукой в следующем году будет иметь определенное изменение. Среди них нашим агентством поручено стать государственным заказчиком федеральной целевой программы на двух направлениях. Первая задача связана с поддержкой русского языка как основа развития интеграционных процессов в СНГ. И второй задачей является удовлетворение языковых и культурных потребностей отечественных за рубежом. Для этих целей выделены приличные, так сказать, бюджетные средства. И мы сейчас с Миноборнаукой отрабатываем новую программу с января будущего года. В этом плане я полагаю, что то начало, которое мы как пилотный проект начинаем работать в некоторых странах в рамках наших центров науки и культуры, создание учебно-методических центров начинает давать положительные отклики, и, я полагаю, мы, начиная с следующего года, будем этот опыт тиражировать. Это опыт почему положительный? Потому что при вашей поддержке и при согласовании местными органами образования, просвещения, мы совместно нарабатываем тот вариант совместного взаимодействия, который не выходит за рамки местного законодательства. Сегодня с рядом российских министерств, ведомств и высших учебных заведений мы приступили к работе другой концепции. Это что из себя представляет русская школа за рубежом? Школа с русским языком преподавания тоже нет особой ясности. Такая концепция будет разработана, и на базе которой уже будем составлять программы нашей деятельности за пределами Российской Федерации. Говоря о будущих делах, я с большим удовольствием хочу сказать, что мы воспримем ваши замечания и предложения и будем их реализовывать. Для того, чтобы их сделать, сегодня есть полная поддержка нашего руководства со стороны. Допустим, если говорить о нашем бюджете, на этих направлениях сегодня мы совместно с Миноборнаукой не испытываем особых трудностей. Просто нужно хорошо сорганизоваться, делать те направления, которые сегодня у нас сегодня есть.